Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся на LAN-финале 5-го сезона Стар-серии, конечно же, StarLadder, и рядом со мной стоит игрок, а даже керри, это чуть больше, чем игрок команды Virtus.pro, товарищ Илидан. Вы подошли к данному турниру в вполне себе неплохой форме. Вы выиграли что-то впервые, это был Defense. Давай, наверное, задам тебе вопрос, какие вы эмоции испытывали при этой победе? Хотелось закончить эту игру 3-0, но нам все испортил 2 раза Чен, против которого мы не особо хорошо умеем играть, не особо тренировались. Команда на тренировках не пикает его попросту. И, конечно, были очень рады, когда выиграли, но почувствовали, что это не 3-0 именно из-за одного героя. И, разобрали ошибки. Допустим, сегодня уже против этого пуша с Ченом или Инчо и Волком уже получше себя чувствовали, смогли быстро разобраться. Фнатики этого не ожидали, что мы будем готовы. Не так давно вы сменили состав, а именно поменяли Санту на Смайла, и произошло это в преддверии, собственно, крупных турниров. Каковы были твои ожидания на тот момент и каковы твои ощущения на данный момент? Понятное дело, что все заметили, что вы заиграли, так скажем, но непонятно, из-за этого ли. В общем, твои мысли по поводу смены одного игрока и зачем в целом это было проделано? Скажем так, Смайл более стабильный игрок, и он все-таки, мне кажется, что больше хотел играть доту, чем Санта в целом. И, он очень инициативный и опытный, то есть он знает, где и когда, что нужно сделать, чтобы в какой-то момент выиграть игру. И его инициация — это то, чего нам очень не хватало. То есть через пару дней игры с ним мы уже почувствовали себя гораздо лучше, потому что у нас появился человек, который очень инициативный и, скажем так, делает нам игру на начальной стадии вместе с НСом. И на харде у нас Кси, который на самом деле вполне опытный был и до того, как мы его туда поставили. То есть у нас было так, что Сант часто шел в лес, а Кси каким-то саппорт-героем просто шел на хард. И поэтому для него это не впервой, так как он тоже весьма думающий игрок и хорошо исполняющий там свою роль, то у нас проблем не возникло со сменой каких-то ролей. Единственное, что, конечно, первые 2 дня вообще нужно было раздуплиться чуть-чуть, почувствовать какой-то, найти новую свою игру. То есть у нас действительно чуть-чуть изменились тактики, чуть-чуть пики. Но через пару-тройку дней действительно не вовремя пришелся Touchlapse, на нем мы отыграли на самом деле отвратительно. А после Touchlapse мы сразу нашли свою игру и заиграли гораздо лучше, чем это было до того. Веришь ли ты в питерское проклятие как таковое? Тут сложно не верить. Я дважды был в составе команды, которая занимала топ-2, за счет того, что у меня было либо куча питерцев в составе, либо один Саня. Но слава богу, что это проклятие только асусов касалось. Так что все нормально. Думаю, конец проклятию. Вперед, дорога к первому месту открыта. Хорошо, давай предметом подойдем уже к нашему турниру. Готовились ли вы как-то особенно, нашифровали ли что-либо именно против тех оппонентов, с которыми можете встретиться здесь? Да и вообще, что для тебя StarLadder в конце концов? Чемпионат очень важный, безусловно, мы готовились, безусловно, мы знали прекрасно стиль игры Fnatic, мы читали их игру весьма, так скажем, часто, читали их мувы, и мы к ним готовились, но конкретно на играх это, мало показывалось, то есть мы скорее какую-то умственную работу проделывали, мы перед второй игрой, как увидели Инчу, увидели Волка, сразу поняли, что нам нужно сделать, сразу все обговорили, а Fnatic никогда от нас такого не видели и не ожидали. Мы действительно начальную их доминацию, которую они могли получить, всю на корню срубили своими действиями. Это очень помогло нам. Пара отдач потом, это, конечно, тоже ничего хорошего, но почему они нас не смогли задавить, так это только из-за хорошей инициативы в начале. Вначале они довольно сильно доминировали, вели, я бы сказал, но потом случился переломный момент. Можешь ты рассказать об этом немножечко подробнее, что произошло? Потому что, насколько я помню, счет был уже порядка 19-8 не в вашу пользу.
Мы проиграли у вас драку, очень неприятную для нас. Позиция у нас была не самая лучшая, и вообще мы ее провели как-то наспех, ни о чем толком не подумав. Но потом перед Рошаном просто выцепили Дарксира, и с этого все началось. Они очень зажались, не хотели рисковать, пока у нас Аегис. А за время Аегиса я просто нафармил рапиру. И ко второму уже Рошану с рапирой они тоже не смогли бы с нами в открытом поле драться. Они это прекрасно поняли и не пришли на Рошана. А там уже, как говорится, по накатанной. То есть появляется артефакт, с которым вертолет уже не зафокусить без каких-то определенных артефактов, 2 хиксов там или еще чего-то. И игра уже полностью в наше русло перешла. Это энчатом, которую купила Mask of Madness, просто с 3 горошин от флека рассыпалась. Поэтому... они все купили, все итемы, все действия делали для того, чтобы нас снести минуте на 20-й. То есть они явно не планировали дотягивать до глубокого вейта. Поэтому там все были закуплены в ХП, Ликантроп купил себе Мессершмитт Ривер после БКБ, вот. Купили ХП, пошли пушить. Не вышло, мы их переиграли, скажем так. Вы находитесь уже в финале Винеров, сеточка у нас дабл. Немного позднее сегодня состоится матч Империя против No Tide Hunter. Каков твой прогноз? И какого бы оппонента вы хотели встретить в финале Винерова, какого не хотели бы и почему? Empire для нас очень сложные соперники, как-то так исторически сложилось. Несмотря на то, что мы их там недавно не выпустили из группы, они действительно очень неприятные оппоненты для нас. Наверное, из-за высокой агрессивности в любой игре, которую они проявляют. Другие команды играют больше на пассив, больше на ожидание действий Empire. Мы играем не так, мы пытаемся контрдействовать. Получается не так часто. Поэтому, конечно, мы хотели бы видеть в финале Винеров против нас НТХ, потому что их мы тоже недавно выиграли, и против них мы гораздо увереннее себя чувствуем. И мой прогноз 2-1 в пользу НТХ, потому что все-таки Empire, кроме нас, мало кого сейчас выигрывают. Я не знаю, как это так получается, но вот они реально, скорее всего, наше проклятие, действительно, самые неудобные оппоненты. А НТХ хорошо играют, очень хорошо, но мы знаем, как с ними бороться, и уже это показывали. Буквально пару месяцев назад тебя довольно часто критиковали за нестабильный уровень игры и за ошибки глупые. Но вот сейчас это, право сказать, ушло, и ты меньше ошибаешься и заиграл лучше. Это лично мое мнение. Есть ли место этому, и как ты обуздал, так скажем, свою нестабильность, да и критику в целом? Я просто, наверное, обладаю высокой самодисциплиной. На самом деле все эти ошибки от несобранности происходят всегда. То есть если человек действительно думает о том, как ему сейчас сыграть, и не глупый, да, то, наверное, он будет по-любому меньше всего ошибаться. И если какие-то ошибки мои были, то, наверное, от какой-то несобранности, может быть, непонимания часто каких-то моментов. То есть, да, действительно, я там иногда раньше чаще, сейчас гораздо реже, врывался там куда-то, возможно, фидел, иногда бывало. Но в целом, как бы это тоже, я не скажу, что прям у меня сильно что-то вот во мне появилось, такое, чего раньше не было, что я вдруг перестал это делать. Просто эти острые углы сглаживаются постепенно, и больше начинаешь действовать командой как единый организм. И от этого такие инициации, такое желание даже пропадает банально. Что ж, спасибо, наверное, скажу тебе, пожелаю удачно выступить здесь на StarLadder, да и вообще попасть на International. Давай, наверное, привет, свои благодарности передавай. Да, спасибо на самом деле всем, кто болел за нас, нашей организации, которая предоставила нам великолепную возможность, как говорится, осуществлять свои мечты какие-то в этом плане, в плане киберспорта. Вот. Нашим спонсорам, BenQ, GameTricks, вот. И всем, кто нас поддерживает, и StarLadder, который на самом деле сейчас является самой лучшей лигой в онлайне с великолепными лан-финалами. Спасибо тебе, на добром слове, удачи.